В этом видео мы рассмотрим принцип сохранения материи и энергии и их невероятную роль в экосистемах. Представьте, что вы волшебник, но вместо того, чтобы вытаскивать кроликов из шляп, вы можете лишь превращать одно в другое. Вы не можете создать что-то из ничего или заставить что-то исчезнуть бесследно. Это очень похоже на принципы сохранения материи и энергии, которые утверждают, что материя и энергия не могут быть созданы или уничтожены, а только трансформированы или переданы. Итак, как же это волшебство работает в экосистеме? Давайте посмотрим на растения нашего зеленого волшебника. Фотосинтез берет такие вещества, как углекислый газ и вода, и превращает их в глюкозу и кислород. Но это не все, он также преобразует солнечный свет и энергию в химическую энергию, хранящуюся в глюкозе. На этом энергия не заканчивается, он протекает через экосистему, как игра в салки. Растения, наши производители, это прежде всего это. Они улавливают солнечный свет и преобразуют его в химическую энергию. Затем появляется животное, травоядное животное, и поедает растение, метка, и энергия передается. Затем эта энергия передается плотоядному или всеядному животному, которое поедает травоядное животное. Но помните, что, как и в теге, игра становится медленнее по ходу, потому что при каждой передаче энергии часть энергии теряется в виде тепла. Вот почему травоядных животных обычно больше, чем хищников. С другой стороны, в экосистеме происходит круговорот материи. Производители, такие как растения, извлекают углекислый газ из воздуха и питательные вещества из почвы. Животные едят растения, получая это вещество для своего роста. Но что происходит, когда организмы умирают? Вот тут-то и приходят на помощь редуценты, команда природы по очистке. Бактерии и грибы разлагают трупы, выделяя питательные вещества в почву и углекислый газ в воздух. Итак, цикл возобновляется, как экологическая эстафета. Но вот в чем сложность: поток энергии и круговорот материи не происходят по прямой линии. Вместо этого это сложная взаимосвязанная сеть, пищевая сеть. Эта сеть показывает многочисленные варианты питания организмов и то, как энергия и материя перемещаются по экосистеме. Это помогает нам предсказать, что может произойти, если мы добавим или удалим вид. Подумайте о том, как вытащить узел из запутанного ожерелья. Вот какое влияние вымерший вид может оказать на пищевую сеть, влияя на другие виды, которые полагались на него как на источник питания. Итак, вот оно, принципы сохранения материи и энергии, управляющие приливами и отливами жизни в экосистемах. С каждым укусом фотосинтеза и работой разлагателя происходят круговороты материи и потоки энергии, поддерживающие прекрасную сложность жизни на нашей планете.